Всем добрый вечер всем. С вами снова Юрий Пузыревский. Рад вас видеть. Напишите, пожалуйста, в чат, запустилась ли у вас трансляция, и будем начинать наш прямой эфир. Сегодня поговорим о такой животрепещущей теме. Ну и, конечно же, кого не интересует вопрос денег. На самом деле все очень просто. Надо брать лопату и копать, как говорится, да. Чтобы было больше денег, надо делать больше полезных действий. Йоу, вижу, начали появляться комментарии. Дать обратную связь, ребята, по звуку. Хорошо ли меня слышно? Отлично. Китаяка. Отлично. Китаяка, кстати, вот любопытно, вы в чате задавали вопрос, когда будет прямой эфир, а я на прошлой трансляции пару раз говорил, что прямые эфиры мы будем делать по четвергам в 20:30. Запустилась, добрый вечер, отлично, рад, что трансляция запустилась. Как ваше настроение, как ваше состояние, как ваше самочувствие, в каком вы городе находитесь? Какая погода в вашем городе? Как вы себя ощущаете по энергии? Добрый вечер всем. Напишите, из какого вы города, какая в вашем городе сейчас погода, сколько в вашем городе сейчас времени и как ваше настроение в целом. Сегодня поговорим на тему НЛП и деньги. На самом деле выбрал тему не случайно. Во-первых, в прошлый раз ребята спрашивали что-то на эту тему. Ну, во-вторых, знаете, наверное, сейчас кого-то расстрою, НЛП и деньги в целом никак не связаны, с одной стороны. А с другой стороны, связаны достаточно сильно, потому что от того, как мы относимся к деньгам, как мы думаем про деньги и не только, в целом про свое благосостояние, конечно, от этого и зависит наш, наверное, общий уровень некого богатства такого земного. Вот, поэтому сегодня, друзья, волшебных таблеток не будет. Таблеток волшебных не будет, но с чем-то я уверен, что вы сможете разобраться и значительно улучшить свои финансовые показатели. Мне кажется, это очень важно. Я на эту тему на своем канале, по-моему, не делал никаких прямых эфиров. Более того, у меня есть для вас подготовлено несколько таких хороших НЛП-техник, с помощью которых можно немного перенастроить свое восприятие финансов, перенастроить свое, может быть, даже где-то состояние, из которого легче получать больше дохода, больше блага из этого мира. Поэтому сегодня вот в таком контексте мы поработаем. Буду очень рад, если вы будете активны в чате, буду очень рад, если вы будете писать комментарии и задавать вопросы. Напишите, пожалуйста, в чат слово «я готов», либо слово «я готова», если вы готовы сегодня поделать практические упражнения, потому что, на мой взгляд, здесь такое бездонное дно, здесь очень можно много с чем поработать, и прежде всего мы сегодня пообщаемся на тему убеждений, ограничивающих неких установок, которые у нас существуют на эту тему, чтобы с ними разобраться. Так, запустилось так, нормально слышно, у кого-то плюс 15, Москва, ясная погода, настроение рабочее, отлично, и грязи нет, это очень круто. Если речь идет о ценностях, я за денежки готов кинуть. Ну вот видите, у каждого свой ценностный уровень на самом деле. И тут очень важно разобраться. Хорошо, друзья, напишите в чат слово «готов» и слово «готово», если вы готовы сегодня поработать, потому что сегодня нужна будет ваша
такая активная вовлеченность, и чтобы мы вместе поделали интересные упражнения, которые будут помогать создавать ваше финансовое благополучие. Опять же, не хочу предвосхищать ваши ожидания, что вот после этого прямого эфира вы вдруг, вряд ли случится такое, что вы вдруг проснетесь богатым человеком. Но, однако, немного переосознать, переосмыслить, пересмотреть свои финансовые установки, финансовые убеждения, я думаю, этот прямой эфир поможет вам это сделать. Хорошо, я готов. Приветствую всех. Готова, Ирина, привет, готов, хорошо. Здравствуйте, Юрий. У нас проливной дождь, я дома лежу, болею, но готова поработать. Отлично, Надя из Америки. Напишите, сколько у вас времени и чем болеете. Надеюсь, не этой печально известной болезнью. В любом случае, чем бы вы ни болели, желаю вам скорейшего выздоровления. Хорошо. Значит, сейчас поработаем. Постараюсь. У нас сегодня, как обычно, не больше, чем 1,5 часа времени. У меня для вас есть 3 техники, которые мы обязательно сделаем. 2 техники такие медитативные, то есть потребуют от вас такого легкого расслабления, концентрации внимания в глубине себя. И знаете, когда даешь техники медитативные, что в них хорошего? Хорошо, что ничего делать не надо, да? Особо делать не надо, анализировать не надо. Но, однако, из этих техник можно достать очень много интересной информации. Хорошо, можно вопрос, не в тему. Можно вопрос не в тему. Если он не дотерпит до конца эфира, можете задать его прямо сейчас. Ну а если дотерпит, можете задать его в конце эфира, чтобы мы не отвлекались на сторонние темы. И прям напишите, будете ли вы задавать вопрос, либо потерпит до конца эфира. Прям напишите. Хорошо. Так, спасибо. У нас 13:38. Болею как раз этой самой. Но уже почти выздоровела, так что ничего страшного. Ну, отлично. Я вас поздравляю. Внимательно следите за своим здоровьем, особенно после этой самой болезни. Потому что, как говорят доктора, еще мы до конца не изучили, и бывает много осложнений, поэтому, мне кажется, если переболели, то нужно выработать в себе хорошую такую привычку держать на контроле свой организм, потому что осложнения бывают на самом деле не очень приятные. Ну ладно, хорошо, я вам желаю скорейшего выздоровления. Многие люди у нас уже готовы поработать. И если вы готовы поработать, готовы ли вы сейчас повыяснять свои финансовые убеждения, свои установки, которые связаны с деньгами? И, возможно, осознав какие-то свои убеждения, улучшить тем самым свое благосостояние. Напишите, готовы ли вы. И если готовы, давайте еще раз напишите слово «готовы». Мы сейчас сделаем такую небольшую проясняющую медитацию, которая поможет нам осознать некоторые вещи. Пока вы пишете, что вы готовы, вижу вопрос не в тему. Как мне начать манипулировать людьми? Я не знаю ответ на этот вопрос на самом деле. Как мне начать манипулировать людьми? Не ко мне вопрос, на самом деле. Задайте себе вопрос, как вам начать это делать. Или задайте себе вопрос, а что вам мешает это делать уже сейчас? Отлично, готовы, ребят. Отлично. Хорошо, друзья. Что мы сейчас сделаем? Сейчас мы сделаем такую небольшую медитацию, которая будет иметь несколько смыслов. Первый смысл Ладно, давайте про смыслы потом.
Про смысл потом. Что нужно будет делать? Естественно, сесть поудобнее, расслабиться, постараться, чтобы ничто и никто вас не отвлекал, кроме меня, и просто довериться моему голосу. Мой голос проследует за вами в этой медитации. И вот что мы будем делать. Сейчас нужно создать некую метафору, одушевленную, вот желательно одушевленную, денег. Ну, что значит одушевленную? Одушевленную это значит, что, ну, вроде как она имеет душу, да, вроде как с ней можно было бы поговорить. И в этой технике у людей разные совершенно метафоры происходят. Кто-то там, не знаю, представляет золотого слона, кто-то представляет, не знаю, какого-то персонажа, кто-то представляет нечто такое вымышленное. Постарайтесь сейчас просто закрыть глаза, хотя можно это делать с открытыми глазами, и представить себе нечто, что для вас будет ассоциироваться как деньги, как богатство. И напишите в чате, что это для вас. Давайте я вот прямо вместе с вами буду делать. Буду вместе с вами делать и смотреть, что у меня придет. Ну вот у меня приходит такой образ некого такого солнышка, у которого есть лицо, у которого есть лучики. И вот он где-то передо мной. Я не знаю, что это будет у вас, но вы напишите, что вам удалось представить. Добрый вечер, добрый вечер. У кого-то дом. Ну, смотрите, постарайтесь сделать эту метафору одушевленной. Да, вот у меня солнце, но оно с глазами, солнце с лицом у меня получилось. Что получится у вас? Если у вас получается что-то неодушевленное, то пирамида с лучами. Отлично, отлично. Но просто этой метафоре придайте живость, да. Если вам даже представляется дом, то, не знаю, там, нарисуйте ему глаза, рот, нос. Если пирамида с лучами, то есть тоже оживите ее как бы. Курочка с золотыми яичками, супер, у кого-то водопад. Хорошо. Если у вас получается что-то неодушевленное, то постарайтесь эту метафору оживить. Это очень важно. Это очень важная часть. Это очень важная часть медитации. И постарайтесь сделать так, чтобы у вас была бумага и ручка, либо, может быть, вы можете на своем устройстве записывать. Потому что вам нужно будет сейчас... У меня киноактер. Отлично, отлично. Хорошо. Но я думаю, справились с этой задачей и представили себе некую метафору богатства. Отлично. Теперь, когда вы уже представили себе эту метафору богатства, можете закрыть глаза. На меня сейчас абсолютно не обязательно смотреть. Можете это делать, как я уже говорил, с открытыми глазами. И постарайтесь представить, что вы находитесь где-то в открытом пространстве с этой метафорой богатства. У кого-то дом, у кого-то курочка с золотыми яйцами, у кого-то водопад, у кого-то еще что-то. У кого-то собака, супер-супер-супер-супер, у кого-то пирамида с лучами. То есть представьте, сейчас можете уже начинать спокойно, медленно дышать, чтобы ваше дыхание успокаивалось. Главное в этом упражнении спокойствие, умиротворенность. И представьте, что вы где-то находитесь в таком открытом пространстве. Прямо вокруг вас очень много места. Но есть только вы и ваша метафора богатства. И сейчас очень важно быть на самом деле искренним или искренней с самим собой. И постарайтесь обратить внимание на то, какая это метафора в целом в размере. Вот вы в чат не пишите, а пишите это на своих листочках.
Она больше вас, она меньше вас, она далеко или она близко. Вот как получилось? Представили себя в каком-то открытом пространстве, есть только вы и ваша метафора. И постарайтесь написать себе на листочке, какая она в отношении вас. Может быть, вы больше нее, а может быть, она. И когда вы уже на своих листах бумаги отметили, какого она размера, мы перейдем к следующей части упражнения. А следующая часть этого упражнения еще более интересная и загадочная. И сейчас я попрошу каждого из вас и каждую из вас обратить внимание на свои ощущения, продолжая наблюдать метафору богатства. Обратите внимание на свои ощущения. А пока вы обращаете внимание на свои ощущения, происходит что-то еще. И я напомню, что вы находитесь на открытом пространстве, на большом открытом пространстве, где есть только вы и метафора вашего богатства. И все ваше внимание должно быть сейчас обращено внутрь себя, концентрируясь на ощущениях, которые находятся внутри вас. И вдруг ваша метафора, как бы вы ее себе не представили, она говорит вам: пойдем со мной. Причем вы не знаете куда, вы не знаете зачем, вы не знаете почему. И сейчас было бы очень здорово, чтобы вы обратили внимание на свои ощущения, когда она говорит «пойдем со мной». И на свою реакцию, когда она говорит «пойдем со мной». А реакции могут быть разные. Кто-то без сомнений просто протягивает руку и идет. Кто-то начинает сомневаться. У кого-то появляется волнение. У кого-то разные совершенно другие ощущения. И очень важно, чтобы вы запомнили это ощущение. И когда мы закончим эту технику, чтобы вы могли записать эти ощущения на бумаге. Вот свою реакцию постарайтесь перенести сейчас на бумагу. Мне стало интересно, или я испугался, или я испугалась, или я засомневался, или я засомневалась. Что происходит с вами, когда вот этот ваш мысленный образ, вот эта метафора, которую вы создали недавно, когда позвала вас с собой? И сейчас можно уже возвращаться сюда, в это пространство. Можно записать те ощущения, которые у вас возникли, когда вы получили это предложение пойти вместе. И если можно, ребят, поделитесь, пожалуйста, в чате своими реакциями. Поделитесь, пожалуйста, в чате тем, что у вас получилось. И вот эти реакции, они на самом деле будут о многом говорить. Вот эти реакции, они как раз-таки... Только постарайтесь, ребят, делиться искренне. То есть вот если было страшно, напишите «мне было страшно». Если было волнительно, напишите «было волнительно». Если какие-то смешанные чувства, напишите «были смешанные чувства». Это прямо очень важно сейчас. Потому что, друзья, если вы тратите свое время на просмотр подобного рода прямых эфиров, я считаю, что должна быть польза. Польза будет лишь только в том случае, если вы будете искренне сами с собой и будете искренне работать вот в этом ключе с тем инструментом, который я даю. Иначе, нету абсолютно никакого смысла этим заниматься. Возможно, только если вам нравится мой голос, и вы просто под него балдеете. Спокойная реакция, уютно. Волнительная радость, хорошо, спокойно. Свободно и легко, прям как будто к свету зовет и непреодолимый интерес. Хорошо, хорошо. Видите,
Ну, сейчас подождем, пока все остальные ребята напишут. А те, кто уже написал, те, кто уже знает свою реакцию, задайте себе следующий вопрос уже по технологии. Задайте вопрос: а почему у меня такая реакция? Вот у кого-то реакция, у Марии реакция что-то типа того, в смысле, какой-то шок. Вот, хорошо. И вот когда вы осознали свою реакцию, вы задайте себе вопрос: а почему она такая? Почему моя реакция такая? Ведь мы что сейчас делаем? Мы сейчас занимаемся чем? Мы создаем некую метафору, некий собирательный образ для того, чтобы с ним поработать, для того, чтобы посмотреть на свое взаимодействие. И очень важно здесь на самом деле быть искренним с самим собой или с самой собой. И дальше у меня будет вопрос к вам следующий. Вот напишите сейчас: напишите, какие у вас приходят внутри себя ответы, почему моя реакция такая. И у меня к вам будет еще один вопрос. Хорошо. Как настроение? Как себя чувствуете? Сейчас мы распакуем очень много интересных вещей. Я так понимаю, что те, кто не пишет, скорее всего, реакция получилась не самая позитивная. Скорее всего, у тех, кто не пишет, получилась не самая позитивная реакция. Ну, здесь ничего в этом такого нету. Это нормально, это здорово, что вы это можете находить. Напишите сейчас в чат свои ответы. Как вы думаете, почему такая реакция? Реакция такая, потому что в мыслях мечтала об этом, но не верила до конца, что это может произойти. Отлично, сейчас будем переводить. Интерес. Моя реакция такая, потому что это невозможно, потому что такого не может быть, и я в это не верю. Вот смотрите, друзья, очень большое вам спасибо за то, что вы сейчас так искренне делитесь, потому что вот сейчас вот мы уже с помощью этого простого метафорического упражнения мы уже начинаем находить вот эти ограничивающие установки, которые мешают нам на самом деле приближаться к благосостоянию, скажем так. Так. Реакция такая. Реакция такая, так как это удовлетворяет мой запрос, в принципе, хорошо. Вот я сейчас сконцентрируюсь на таких. Вот смотрите. Надя пишет: реакция такая, потому что в мыслях мечтала об этом, но не верила до конца, что это может произойти. То есть, смотрите, у Нади получается вот какая история, что у нее по поводу ее богатства и благосостояния есть ограничивающее убеждение. Я не верю до конца в то, что это может произойти. И это интересно, да, вот Мария написала: моя реакция такая, потому что это невозможно. То есть вот Мария, получается, как бы не верит, что это возможно, потому что такого не может быть, и я в это не верю. И вот это и есть ограничивающие установки. И с ними нужно будет работать. Я тоже хочу найти ограничивающую, а мне только хорошее идет. Ну, значит, у вас все хорошо? Значит, у вас все хорошо. Отлично. Хорошо, но мы сейчас усилим это упражнение. И вот у меня вопрос ко всем, кто нас сейчас смотрит. Даже если вы будете смотреть в записи, обязательно потом в комментариях к этому прямому эфиру делитесь, что у вас получается, потому что здесь интересные вещи происходят. А те, кто сейчас непосредственно работает, вот смотрите, какая была цепочка. Мы создали метафору. Потом мы оказались наедине в открытом пространстве с этой метафорой. Мы обратили внимание, какая она, большая или маленькая,
Это тоже отдельный вопрос, мы о нем немного позже поговорим. Дальше мы услышали от этой метафоры, что она нас зовет с собой, говорит: пойдем со мной. И было очень важно отследить реакцию. Мы отследили реакцию и потом задали себе вопрос: почему моя реакция такая? А теперь у меня вопрос ко всем, кто делает это упражнение. А кто, когда вы представили, что вас эта метафора зовет с собой, кто взял и пошел за ней? Смотрите, вас метафора благосостояния, только будьте честны, потому что, это, знаете, как воздух туда-сюда гонять, если вы будете нечестными. И просто по-честному напишите, если вы просто услышали это, обратили внимание на свою реакцию и все, и на этом все закончилось, это окей, это нормально. Если вы услышали вот это приглашение пойти, испытали какую-то реакцию, но пошли, напишите: я пошла или я пошел. Если не пошли, так честно и напишите: я не пошел, потому что это важно. Я пошла. Гипнотизируете? Нет, конечно, я не умею гипнотизировать. Я тоже хочу так. Не, я осталась там же. Отлично, отлично. Вот смотрите, сейчас мы будем искать следующий уровень убеждений. Задайте себе вопрос. Вот те, кто пошли, и те, кто не пошли. Задайте себе вопрос, почему так произошло. Почему я пошла, если вы пошли? Почему я не пошла или не пошел, если вы не пошли? И напишите ответы в чате. Я сразу пошла. Отлично, отлично. Я пошла. Просто напишите в чате, почему так. Ирина, которая тоже хочет найти ограничивающие установки. А зачем их искать? Может быть, их и нет? Или все-таки что-то в финансовой сфере, в сфере благополучия вашего вас не устраивает? Возможно, у вас все хорошо, но чего-то просто не хватает. У нас сегодня будут еще техники, которые не только про установки, а которые будут помогать еще работать с ресурсным состоянием, которые будут помогать еще кое с чем. Да, напишите, почему осталось так же. Куда все идут-то? Николай Сергеевич, мы идем в светлое будущее. Идем к финансовому благополучию, к изобилию. Сегодня у нас такой полумагический, полумедитативный прямой эфир. Доверие. Откуда пришли? Хорошо, хорошо. Хорошо, друзья. Какие можете сделать выводы по поводу того, что сейчас происходило? Какие можете сделать выводы для себя лично по поводу того, что сейчас происходило? Особенно меня интересуют те ребята, у кого получилась реакция некого, может быть, волнения, может быть, какого-то сопротивления. И особенно интересуют те ребята, у кого не получилось пойти. Так, я пошла, потому что была уверена, что у меня нет времени на колебания и неизвестно, будет ли еще одна такая возможность. Вот смотрите, Надя нам демонстрирует очень хорошее убеждение. Я пошла, потому что у меня нет времени на колебания и неизвестно, будет ли еще такая возможность. Очень хорошее убеждения по поводу не только финансов, но и в целом по жизни. Берите Надину установку, запишите ее и старайтесь к себе ее внедрить. Это то, что долго я искала. Мне там комфортно и безопасно. Отлично. Осталось там,
все потому же, не верю. Отлично, отлично. Я не пошла, испугалась неизвестности. Вот смотрите, вот вы пишете, и вы сейчас уже имеете ключи, почему не так все хорошо в финансах, как хотелось бы. И, соответственно, вот Ольга пишет, испугалась неизвестности, значит, нужно начать работать с тем по жизни. Опять же, помните, я не обещал волшебных таблеток, но нужно начать просто прорабатывать в себе некую такую смелость и шагать в неизвестное. Причем это делать можно очень даже простыми вещами. Там, попробовать что-то новое, купить новые продукты, какие-то питания. Просто пробовать постоянно что-то новое, ходить новыми тропами, как говорится, да, новыми маршрутами. Это помогает, это помогает. А вот по поводу Марии, осталось потому, что не верю. Вот пока будете продолжать не верить, будет слабо что получаться. Нужно стараться развивать в себе веру. Ну, какими способами? На самом деле способов есть очень много. Вот очень много, начиная от того, что каждый день себе толдычить и повторять: я верю в то, что у меня получится, я верю в то, что это возможно. Это, причем желательно говорить это вслух. Так, Ольга, я не доверяю миру. Ну, отлично. Так, а мне, видимо, сейчас опасно жить, если я туда в безопасность пошла. Не знаю, не знаю. Я, знаете, не берусь делать какие-то интерпретации, потому что это будет моя карта реальности. Если бы мы, Ирина, с вами рядом находились, я бы вас еще более детально порасспрашивал на эту тему, и вы бы сами нашли ответ на этот вопрос. Поэтому, ну, ребят, такие вещи только в консультации. Знаете, тут по принципу «не навреди». Поэтому постарайтесь просто поанализировать вот те реакции, которые у вас получились, и те ответы, которые у вас получились, постарайтесь их поанализировать, позадавать себе вопрос: а почему это так? А что можно изменить? Да? И для вас это будет вот прям такая серьезная прокачка, если вы сознательно поработаете с этими вещами. Хорошо, как настроение, как состояние? Сейчас сделаем еще одну технику. Которая... То есть, ребят, если у вас получились какие-то ограничивающие убеждения, постарайтесь себя каким-то образом в этом переубедить. У нас на канале очень много есть видео по поводу убеждений и фокуса языка в ту копилку, и есть упражнения, как через метафоры менять убеждения. Постарайтесь, просто если вы вот отследили, нашли у себя какое-то убеждение, то постарайтесь с ним поработать и постарайтесь его изменить. Куда войти-то надо? Николай Сергеевич, входить нужно в прямой эфир вовремя, и тогда будет все ясно и понятно. А на данном этапе могу вам только посоветовать, ну, не знаю, вернуться в начало прямого эфира, поставить на скорость 2х, и, возможно, к концу прямого эфира вы нас всех догоните, и у вас не останется таких вопросов. Я думаю, что там было все понятно и доступно. Хорошо, ребят, напишите, как ваше настроение, состояние самочувствия. Готовы ли сделать еще одно упражнение? Еще одно упражнение, которое на тему как раз-таки состояния. На тему состояния, и сделаем еще одну такую полумагическую технику, тоже связанную с легким погружением в транс, для того, чтобы улучшить свой ресурс. Вы вот знаете, от нашего состояния, от нашего ресурса тоже очень много чего зависит, да? Когда мы чувствуем себя хорошо, когда мы чувствуем себя наполненными, то, знаете, как
есть такая поговорка «деньги к деньгам», да, то есть богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее. И когда мы в ресурсе, такое ощущение, что ну вот весь мир как-то нас замечает, и все вот идет очень хорошо, и деньги приходят, и все классно складывается. Это зависит напрямую от нашего состояния. То есть если мы, извините за выражение, из состояния унылое говно хотим привлечь к себе больше денег, то, наверное, мы сильно к себе не привлечем. Отлично. Мне очень классно сейчас, отлично. Да не, благодарю. Ну, видите, Николай Сергеевич. Ну, не хотите, как хотите. Отлично. Ребят, хорошо. Готовы сделать еще одну ресурсную технику? Тут тоже нужно немного поработать с воображением, но она, скажем так, если прошлая техника такая была больше диагностическая, то вот эта техника, она больше про создание ресурсного состояния. Если готовы, напишите «да, готовы», и будем делать. Будем делать еще одно упражнение, которое связано с состоянием. В НЛП есть такая пресуппозиция, что весь опыт закодирован в нервной системе в виде образов, звуков и чувств. И эта пресуппозиция нам сейчас поможет. Поможет делать это упражнение. Напишите в чате, если готовы. Сейчас торкнет очень даже хорошо. Дора Сити, Ирина, хорошо, вижу, пошли ответы, готово. Значит, буду равняться на 2 или 3 наших активных слушателей. Отлично. Хорошо, что нужно сделать? Смотрите, если вы думаете о деньгах, если вы думаете о богатстве, да, давайте в целом возьмем такое собирательное слово, которое называется изобилие. Да, то есть изобилие – это что? Это когда всего в достатке. То есть это когда вы вроде как ни в чем не нуждаетесь, да, и это крутое состояние. И если вы об этом состоянии думаете, друзья, вот обратите внимание, если вы об этом состоянии думаете, значит, вы это состояние когда-то уже испытывали. Потому что я говорю сейчас именно о состоянии. Да, то есть, если вы его никогда не испытывали, то наверняка вы о нем его бы и вообразить не смогли. Готово, я прибыла, отлично. Ольга прибыла, отлично. Рад видеть. Ольга там какой-то трэш устроила просто в комментариях. Зацепилась с кем-то. Ну ладно, хорошо. Делаем упражнение. Что нужно сделать? И мы сейчас говорим как раз-таки о состоянии изобилия. Из состояния изобилия легко получать другие всякие ништяки в жизни. Что нужно делать? Постарайтесь сейчас, пожалуйста, вспомнить одну ситуацию в вашей жизни, когда вы испытывали состояние изобилия. Напомню, что состояние изобилия – это когда все есть в достатке. То есть, когда ты наполнен полностью. То есть ты ни в чем особо не нуждаешься, когда тебе просто классно. Ты не думаешь про деньги, потому что их достаточно. Ты не думаешь об улучшении здоровья, потому что у тебя хорошее здоровье. Ты не думаешь об отношениях, может быть, потому что у тебя все хорошо в отношениях. И наверняка у каждого из вас было такое состояние. Обычно люди вспоминают какие-то, может быть, серьезные свершения или достижения. Мне вот для этой техники хорошо вспоминается, я когда-то хотел, то есть у меня была мечта, я хотел определенную машину, и я на нее зарабатывал. Я долго на нее зарабатывал, наверное, 1.5 года зарабатывал. Прям старался целенаправленно, там откладывал. И потом я эту машину себе купил. Я помню, вот этот день был, я днем, мне привезли эту машину, мы там оформили все. И вечером я стоял во дворе, смотрел на эту машину
и мне было круто. Наверняка у каждого из вас вот было нечто подобное, да, ну вот у меня с машиной, у кого-то может быть, не знаю, приобретение недвижимости, у кого-то еще что-то. Вот просто постарайтесь вспомнить вот такую одну ситуацию, когда вы чувствовали себя полностью в состоянии изобилия. Постарайтесь вспомнить. Если вспомнили, напишите в чат слово «вспомнил» или «вспомнила». Если вспомнили, напишите в чат слово «вспомнил» или «вспомнила». Постарайтесь просто, вот, я уверен, что у каждого в жизни была такая ситуация. Когда вы чувствовали себя прям вот у меня всего хватает, мне больше ничего не нужно, вот мне прям очень хорошо, я доволен собой, я довольна собой, мне просто классно. Изобилие, как говорится, бьет ключом. Хорошо. Напишите, удалось ли вспомнить такую ситуацию. Уверен, у каждого она была. А теперь, когда вы вспомнили такую ситуацию, очень важно постараться в эту ситуацию как бы вернуться и погрузиться. Представить, как будто вы сейчас находитесь в этой ситуации. Отлично, вспомнила, супер. И очень важно погрузиться в эту ситуацию и вспомнить так же, как будто вы были реально в этой ситуации. Вот погрузитесь, насколько по максимуму. Вот у меня, я свой пример рассказал про машину, про автомобиль, на который я долго собирал и насобирал. Я вот вспоминаю тот вечер, это тоже помню, была весна, только попозже, там, май месяц уже. И стоит этот автомобиль, я так помню, сумерки. И вот когда вы вспоминаете, постарайтесь обратить внимание на все сенсорные детали, которые там были. Сенсорные детали — это не что конкретно там было, там машина, деревья, там еще что-то, если в моем случае, а именно о том, как это вам представляется. Сейчас буду пояснять. Да, ну если по-НЛПерски, здесь работа с субмодальностями, то есть с теми качествами. Сейчас поясняю. Если я вспоминаю, как это было, в моем случае, я вспоминаю ассоциированно, глядя из себя изнутри. Я вижу этот автомобиль, отлично, картинка цветная, немного притемненная, потому что это был уже вечер. Границу у этой картинки не было. Дальше, что я слышу? Я слышу пение птиц, я слышу, что-то я внутренним голосом себе говорю, типа, ты молодец, сам себе там тебя подбадриваю. Дальше, что я еще слышу? Слышу какой-то на заднем фоне шум от дороги, как автомобили ходят. Это все субмодальности, это все детали вашего представления. Что я ощущаю? Я ощущаю, во-первых, чувствую себя физически очень хорошо и расслабленно. Что я ощущаю? У меня внутри на уровне живота какая-то такая легкое волнение есть. Каждый человек по-своему волнение испытывает. Вот я на уровне живота. Что еще я там помню? Я помню, что был запах сирени, наверное, либо просто какие-то цветы начинали... Нет, не сирени, а это был как раз период, когда сады цвели, и такой приятный цветочный запах. И вам то же самое нужно постараться вспомнить вот все детали. Картинка, она какая? Она четкая, размытая, цветная, черно-белая. Ассоциированы вы или вы диссоциированы? Есть ли границы и рамки у этой картинки? Какие есть звуки? Если они есть, они громкие, тихие, близкие, далекие, внутри вас, снаружи вас. То же самое по ощущениям. Есть ли какие-то ощущения снаружи тела, либо есть какие-то ощущения внутри тела? Обязательно вот на эти вещи обратите внимание.
И также еще обратите внимание на какие-то обонятельные, да, рецепторы, были ли какие-то запахи или нет. Это все очень важно прямо сейчас. Это все очень важно прямо сейчас. И когда вы вспомнили вот эти качества той картинки, я надеюсь, что пока вы вспоминали, вы уже немного вошли в это состояние, вы уже немного его вспомнили. Это прям очень важно. Теперь это уже очень важно. И когда вы вспомнили это состояние, вы его как бы ощутили заново на себе, вспомнила отлично, браво, 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 молодчинки. Молодчинки кто делает, кто не делает, тоже молодчинки, но те, кто еще будут делать это все в записи, обязательно потом пишите в комментариях, что у вас получается. Хорошо, и когда вы вспомнили это состояние, представьте, что вот эти все качества, которые вы перечислили, запахи, звуки, ощущения, картинка, запахи, звуки, ощущения, все, что там у вас есть, это все помещается в такой некий шар. Шар такого достаточно большого размера, я не знаю, какой у вас получится шар, прозрачный, белый, черный, это уже ваша фантазия. Но этот шар должен быть размером такой, больше вас, больше, чем вы. И представьте, что где-то перед вами есть этот шар, в котором есть все те качества, которые вы только что в своей картинке описывали. И, возможно, там даже есть эта и картинка внутри. Да? Так, я не помню конкретно картинку, но помню прекрасно само состояние. Отлично. Вот все, что вспомнилось, если состояние вспомнилось, сейчас вот эти все качества, особенно и состояние тоже, поместите в такой большой шар. Большой шар размером с вас. И когда у вас получится это все уместить в шар, напишите мне слово «шар», и мы перейдем к следующему шагу. Постарайтесь вот в качестве представить, а пока вы представляете, постарайтесь еще и испытать это состояние, потому что когда вы вспоминаете, ваше состояние, оно, как правило, будет тоже возобновляться. И поместите это все дело в шар. Это очень круто, это очень классно, очень интересно. Перейдем к следующему шагу, когда вы напишете. Перейдем к следующему шагу, когда вы напишете. Очень крутая техника. Есть. Пошли первые слова шар. Отлично. Супер. Хорошо. Теперь какую мы имеем ситуацию? Мы имеем ситуацию, что вы находитесь в неком пространстве, и где-то перед вами находится вот этот шар вашего изобилия. Да? Вот в этом шаре внутри есть много вот этих классных ресурсных ощущений. Супер, супер, супер. И что нужно будет сделать сейчас? Сейчас вам нужно будет немного, опять же, расслабиться и сделать себе самовнушение, сделать себе некую установку. Как ее сделать? Сейчас я подскажу, как ее сделать. Вы можете мысленным голосом, а можно даже и вслух, сказать себе, глядя на этот шар, что я хочу, точнее, я прошу свое подсознание, чтобы когда я войду в этот шар, мое состояние изобилия увеличилось в 2 раза. Делайте вот такое себе самовнушение, делайте такую себе установку и мысленно входите в этот шар. Мысленно входите в этот шар и старайтесь ощутить, что ваше состояние изобилия, оно увеличилось и усилилось в 2 раза. Потом постарайтесь понаходиться в этом шаре какое-то время, 10, 20, 30 секунд, наполниться этим состоянием и снова выйти из этого шара. Дальше. Делайте еще раз себе самовнушение. Я прошу свое подсознание, чтобы мое состояние изобилия по мере того, как я вхожу в этот шар, усилилось еще в 2 раза. Можете, конечно, просить больше, но я приверженец такого постепенного, да, увеличения.
И опять, после того, как вы сделали себе это самовнушение, опять мысленно входите в этот шар, у вас уже есть установка на то, чтобы состояние усилилось, находитесь в этом шаре, усиливаете, испытываете это состояние, как оно усиливается в 2 раза, наполняетесь этим состоянием и выходите. И 3-й раз точно так же. Перед тем, как войти, просите свое подсознание. Я прошу свое подсознание, чтобы по мере того, как я вхожу в этот шар, мое состояние изобилия усилилось еще в 2 раза. И после того, как сделали эту установку, опять мысленно входите в этот шар, уже понимаете, что состояние изобилия усиливается еще в 2 раза. Можете, находясь там, попросить свое подсознание или свое бессознательное, чтобы оно запомнило это состояние, и чтобы всегда, когда вам необходимо было, это состояние у вас включалось автоматически. Делайте себе, прям внутренним голосом повторяйте то, что я говорю. Окей, и можете опять выходить из этого шара. И вот вы создали себе такой шар изобилия. Вы создали себе такой прекрасный инструмент. Напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях, что у вас получилось. Я знаю, что эта техника очень кайфовая, и из нее иногда порой сложно вернуться, но я попрошу вас вернуться сюда и еще немного со мной пообщаться, потому что эту технику у вас уже никто не отберет, потому что вы уже ее сделали. И вот эту технику постарайтесь практиковать, хотя бы 1 раз в день. Выберите для себя удобное время. Сколько мы сейчас потратили на это времени? Наверное, минут 10 максимум, а то, может, и меньше, может быть, 7 минут потратили. И вот вам нужно постараться в течение 2-3 недель, а может быть, даже лучше месяца, каждый день желательно, в какое-то определенное время входите в этот шар, делая себе перед этим внушение, воспроизводите в себе это состояние и делайте еще себе дополнительное внушение, чтобы вы просите свое бессознательное о том, что когда вам необходимо, у вас автоматически включалось это состояние. И это будет очень круто работать. Вот такую медитацию 5, 7, 10-минутную можно перед сном делать, можно с утра, когда проснулись, можно в обед, можете в любое абсолютно время делать. И здесь главная регулярность. Здесь вот эта медитация, вот эта техника, она работает на уровне такого внутреннего состояния. Когда человек на энергии, когда человек в состоянии изобилия, к нему еще больше всего приходит интересного в виде проектов, в виде денег, в виде полезных связей и так далее, и так далее, и так далее. Так, мне бы еще хотелось позаходить в шар изобилия. Ирина, опять же, у вас этот шар уже никто не отберет. Очень здорово, что хотелось, поэтому теперь делайте. Делайте каждый день. Можно много раз. Вот здесь вы точно хуже не сделаете. Можно много раз в день делать. Так, в комментах отдыхаю, изучаю мышление интересных людей. Супер, хорошо. Хорошо, напишите. Упражнение с шаром бомбезное. Да, оно действительно, оно очень простое. Требует единственное, что должно быть. Нужно вспомнить ситуацию, когда это было, описать качество субмодальности, да, качество той репрезентации, качество того воспоминания, погрузить их в шар и входить и выходить. Делать себе при этом самовнушение. Оно прям очень крутое. Очень многие люди благодаря этому сильно увеличивают свое состояние. Хорошо. Дайте еще обратную связь. Вы уже вернулись. Я знаю, что после этого упражнения многие в чат не возвращаются, а продолжают этим заниматься. Это нормально. Как вы себя чувствуете, как вы по энергии? Если у вас энергия есть, хочу поделиться еще одной очень важной техникой, которая тоже поможет навести порядок в своих взаимоотношениях с богатством, в своих взаимоотношениях, в принципе, с изобилием, с деньгами и так далее, и так далее. Если есть энергия, еще поработаем полчасика, пообщаемся. Но опять же, сегодня будет практика. Опять же, в этом упражнении тоже мы не будем теоретизировать и поработаем над еще одним аспектом, касающимся финансов.
Кстати, как вы считаете, все-таки связаны НЛП и деньги или не связаны? На мой взгляд, никак не связаны, но с помощью НЛП можно очень достаточно хорошо себя прокачать, проработать установки, поработать с ресурсом, что будет способствовать увеличению благосостояния. А мне было ничего не надо во сне, там никаких потребностей. Боли нет, есть не хочется, а значит и деньги не нужны. А если деньги не нужны, это и есть свобода. Отлично, отлично. Но иногда приходится просыпаться, возвращаться в этот суровый материальный мир. У меня не получилось глубоко войти. Ну окей. Значит, это зона роста. Значит, вам нужно просто больше сконцентрироваться. Может быть, не в прямом эфире, а потом в записи. Или просто, скажем так, в тишине. Тем более, что вы сейчас еще восстанавливаетесь от болезни. Это тоже могло повлиять. Ну да, очень нелегко медитировать, когда у тебя что-то болит. Хорошо, как вы по состоянию, как вы по самочувствию, готовы ли вы еще поработать? Готовы ли вы сделать еще одно упражнение? Напишите «Я готов». Как-то сегодня мало обратной связи на самом деле. Состояние бомбезное, супер, супер, это очень круто. Отлично. Напишите, как считаете, НЛП и деньги все-таки связаны или нет? Будем делать еще одну технику. Да, готово, хорошо. 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 Смотрите, следующая техника, она из социальной панорамы. Про социальную панораму у нас тоже есть хороший такой прямой эфир на канале. Очень рекомендую его посмотреть в дальнейшем. Но сейчас я очень коротко объясню, в чем суть этой техники. И, конечно, это связано с людьми. Это связано с людьми. Смотрите, какой интересный парадокс. Вот напишите, пожалуйста, как вы относитесь к богатым людям. Все отлично, хорошо. Вот как вы относитесь к богатым людям? Богатые люди – это вообще хорошо. Какие они? Деньги связаны с НЛП. С помощью НЛП лоховоды рубают деньги. Но это о грустном. А в веселом целеполагание начало пути. Да, целеполагание это крутая штука. НЛП, в частности, и обучает моделям целеполагания тоже. А значит, все-таки связаны. Отлично. Хорошо, напишите свое отношение к людям, которые богатые. Как вы к ним относитесь? К богатым отношусь хорошо, если они заработали, а не отжали. Хорошо, хорошо. Хорошо, проводим небольшой тест. Готовы к тесту? Напишите слово «готов» или «готово». Готовы ли вы к тесту? Тест заключается вот в чем. Возьмите сейчас, представьте своего среднестатистического знакомого. Просто знакомого человека, который приблизительно зарабатывает столько же, сколько и вы. Ну, вот приблизительно там плюс-минус одинаково. Одинаковое благосостояние. Угу.
Хорошо. Богатые молодцы, умные, трудолюбивые, пример для меня хорошо, как пионер хорошо. Если богатые без понтов, то отношусь хорошо, а если богатые и понты, то не люблю такого хорошо. Для меня богатство не критерий отношения к человеку. Ну хорошо, хорошо, отлично, хорошо. Видите, карта не равна территория. Сколько людей, столько мнений. Хорошо, делаем небольшой тест. Это еще не упражнение, делаем небольшой тест. Представьте себе человека, которого вы знаете реально, и который приблизительно на том же уровне достатка находится, на котором и вы. И просто с закрытыми глазами представьте его где-то и постарайтесь, глядя на него, описать свое отношение к нему. Вот тот человек, который приблизительно столько же зарабатывает, сколько и вы, имеет тот же статус, как и вы, ну, приблизительно, да? Когда вы представили этого человека, напишите, пожалуйста, в чате «Я представил», и напишите, где он вам представился. Впереди, сбоку, слева, справа, снизу, сверху, и на каком расстоянии он от вас. То есть напишите расстояние и направление. Впереди, спереди, справа, слева, где он вам представился. Так, готово к тесту. Хорошо, вот сейчас делаем тест. Сейчас делаем тест. Вот человек, к которому вы абсолютно нормально, нейтрально относитесь, он приблизительно такого же финансового уровня и социального статуса, как и вы. Вот все как бы ровно. И напишите, пожалуйста, сейчас в чате, где он вам представился, на каком расстоянии от вас он вам представился, справа, слева, снизу, сверху и длина, да, расстояние. Моя подруга передо мной, расстояние 5 метров. Отлично, хорошо. Вот у Ольги так получилось. Напишите, как у остальных. Напишите, вот прям очень интересный эксперимент. Так. У кого-то... это еще ответ про НЛП. Хорошо, связаны, хорошо. Так, привет всем, привет. Кто позже подключился, подключайтесь, мы тут делаем тест. Тест заключается в том, что нужно представить своего знакомого, который приблизительно столько же зарабатывает, сколько и вы, приблизительно такого же статуса. Представьте этого человека и просто напишите, где он вам представился. Спереди, справа, слева, выше, ниже и на каком расстоянии. Вот здесь очень важно, напишите еще на каком расстоянии. Хорошо, слева далеко от меня на расстоянии. Хорошо, 2 метров 20, размытая картинка. Хорошо, представила, эта девушка сидела в кафе достаточно далеко, справа. Очень теплые чувства, она мне симпатична. Отлично, передо мной, прямо рядом, лицом к лицу. Хорошо, повторите вопрос, пожалуйста, уже повторил. Хорошо. И смотрите, а сейчас представьте, так, Юрий, привет, в центре 2-3 метра. Рахман, привет, как твое здоровье, как ты жив-здоров? Ну и передо мной, отлично, хорошо, супер. А теперь давайте делать новую вводную. А теперь обратите внимание, продолжайте этого человека представлять там же, где вы представляете, там же, где он вам представился. Таким, какой он вам представился. А теперь, пожалуйста, постарайтесь представить, что этот человек вдруг резко стал зарабатывать в 10 раз больше, чем вы. Резко стал зарабатывать в 10 раз больше, чем вы. И вы это знаете, и это правда. Ничего не изменилось в его внешности, но к вам пришла новая информация, что сейчас вот он стал в 10 раз больше зарабатывать, больше, чем вы. И то же самое, напишите, изменилось ли ваше представление об этом человеке, изменились ли ваши ощущения и ваши отношения к этому человеку, и изменилось ли что-то вот визуально, он стал дальше, ближе, больше, меньше, какие изменения произошли. Так, и напишите теперь в чате, что изменилось. Что изменилось? Хорошо, если человеческие качества не потеряны. Есть чему учиться. Хорошо. Представил, он стал еще ближе ко мне. Хорошо. Представьте, ребят, что сейчас к вам пришла такая информация, что этот человек резко стал зарабатывать в 10 раз больше, чем вы. А может быть, даже в 20 раз больше, чем вы. И у него появилось в 20 раз больше возможностей. Не только в плане денег,
но еще и у него получилось в 10 раз больше или в 20 раз больше власти. И он стал в 10 раз больше увереннее, чем вы там. Ну вот все умножилось на 10. Что изменилось? Что изменилось? Стал дальше. Хорошо, если человек социопат. Кому-то хорошо, кому-то не очень. Напишите, напишите. Вот такой небольшой тест. Я рада. Вижу так же, как и видела в кафе на расстоянии. Стал ближе, картинка светлее и четко. Класс. Она заулыбалась, повернулась ко мне. Я обрадовалась, потому что сейчас спрошу, как она сделала, и сделаю точно так же. Хорошо. Рядом напротив меня стал ближе, и появился интерес к нему и к его образу жизни. Хорошо. Намного впереди меня, далеко. Я как будто ничто. Хорошо. Сейчас, ребят, налью себе водички, пока вы пишете. А что этот тест показывает? А вот сейчас мы разберемся, что этот тест показывает. А на самом деле этот тест показывает, что когда у нас есть разница в доходе, когда у нас есть разница в каком-то влиянии, мы к разным людям относимся по-разному. У кого-то это в большей степени выражено, у кого-то в меньшей степени. Относимся по-разному, это не значит, что мы относимся лучше или хуже. Это значит, что мы относимся несколько по-другому. Мы несколько по-другому разговариваем, мы несколько по-другому строим свои мысли. То же самое работает и в другую сторону, да, если мы представим, что человек в 10 раз беднее нас, в 10 раз меньше зарабатывает или вообще не зарабатывает. Этот тест как раз показывает о том, что разница все-таки есть в нашем отношении. Знаете, еще люди любят себя... Ладно, проехали. Промолчу. Окей. Теперь идем дальше. Для чего был нужен этот тест? Это подготовка к упражнению. Вы имеете в виду Power Distance. Я не знаю, что такое Power Distance. Энергетическая дистанция. Не знаю, что это, не знаю, что вы имеете в виду под этим выражением. Знаю о том, что наше внутреннее восприятие человека в зависимости от его статусности, в зависимости от его обеспеченности, оно может быть разным. И здесь тоже заключается одна нехорошая, некрасивая история, которая мешает нам преуспеть, сделать себя более богатым человеком, более достаточным. Сейчас поясню. Вот смотрите, друзья. Порадовался за него. Отлично. Отлично. Это все очень здорово. Это очень здорово, когда мы умеем радоваться за других. Но иногда мы радуемся по-разному. Ладно, не будем об этом. У меня есть что на эту тему возразить, но не буду. Хорошо. Чем больше ресурсов у моего окружения, тем выгоднее мне. Есть на кого положиться. Хорошо. А теперь, вне зависимости от того, что вы здесь написали, я знаю, что многие люди пишут то, что от них хочется услышать. Кто-то пишет искренне, кто-то действительно так думает. Я уверен, что здесь, кто смотрит мои прямые эфиры, пишут в большинстве своем правду. Я вот прям искренне верю, что вы действительно так думаете. Но, наверное, вот смотрите, какой есть еще финансовый блок. Если мы относимся к человеку, к людям, которые имеют больше богатства, имеют больше достаток, чем мы сами, как-то не очень позитивно, например, мы считаем, что человек, который зарабатывает много, он, не знаю, наворовал, да, советская такая установка. Или тот человек, который зарабатывает больше, он, там, не знаю, хитрый слишком. То есть, если мы имеем
в отношении богатого человека какое-то негативное отношение, мы не можем увеличить, да, свой финансовый потолок. По какой причине? По той причине, что мы боимся стать таким же человеком. То есть мы вроде как на сознательном уровне хотим поднять себе заработок, но одновременно мы себе не разрешаем это сделать на уровне бессознательного, потому что как же так? Если я стану зарабатывать денег больше, а я отношусь к богатым людям не очень хорошо, то, соответственно, я же не хочу стать таким нехорошим человеком, как те богатые люди, о которых я думаю. И вот здесь получается замкнутый круг, что у нас не получается из него выскочить. Но в социальной панораме есть хорошее упражнение, которым я сейчас с вами поделюсь. И здесь на самом деле не важны интерпретации, не нужно ваше отношение. Мы вот сейчас поработаем с внутренней картой, с внутренней такой субмодальной картой, которая поможет вам вот это отношение изменить. Готовы к упражнению? Так. Так, Китаяк, мне кажется, вы немножко с ума сходите здесь в чате. Не по теме пишете. Попытался бы использовать, но я хочу стать социопатом. Ну, хотите стать социопатом, станьте. В чем проблема? Так. Я высокомерных не люблю. Если богатый и простой, то класс. Вот видите как? Может, вот сейчас на примере Ольги. Скорее всего, есть какая-то связка. Богатый и высокомерный. Или богатый значит высокомерный. И есть такое убеждение на уровне бессознательного, что если я стану богатым, то я, скорее всего, могу стать высокомерным. Но высокомерные мне не нравятся, значит, бессознательно и богатым мне становиться незачем, потому что богатство – это опасность стать высокомерным. Вот такая вот история. Ну хорошо, давайте перейдем к социальной панораме. Прямо сейчас будем делать прям практику. Всегда готов. Хорошо, всегда готов. Практика заключается в том, что нужно... Вот сейчас мы будем опять работать с внутренними образами. Вот тот тест, который мы проводили, вы сейчас уже про него забудьте, но методика будет очень похожая. Смотрите, представьте человека очень сильно богаче вас, очень сильно влиятельнее вас. Вот богатого и влиятельного человека представьте, который прям в разы богаче вас. Я не знаю, кого вы представляете, ну, не знаю, если вы зарабатываете там $3000, представьте человека, который зарабатывает в месяц, не знаю, $300 000, к примеру. Или что-то в этом роде. Ну, то есть, или представьте, я не знаю, там, какого-нибудь известного предпринимателя, там, Илона Маска, Стива Джобса, кого угодно. Вот прям очень супер влиятельного человека. Представьте его. Прям представьте его образ с закрытыми глазами на своем внутреннем экране и обратите внимание на детали. Вот здесь очень важно обратить внимание на детали. Опять же, та же самая методика. Справа, слева, снизу, вверху. И обратите внимание, какого размера этот образ, какого размера этот человек и где он конкретно находится. Где он конкретно находится вот в таком вот внутреннем пространстве. Справа, слева, и его размер, и какое расстояние от вас до него. Да, у кого-то Цукерберг, у кого-то Дуров, хорошо, отлично. У каждого есть такой пример, у каждого есть такой человек, который вот прям сильно-сильно богат. Пх-пх. Прям можете у себя отметить, вот прям можете в чат не писать, а у себя где-то на листе пометить, где вы его представляете. Справа, слева, вверху, внизу, на каком расстоянии и какого он прям размера. Вот прям очень важно, прям очень-очень важно. Спереди в 2 метрах.
Хорошо. Напишите еще, какого размера он. Больше вас, выше вас. Глаза на каком уровне. Он смотрит сверху на вас, а вы снизу, или на уровне, или, может, наоборот, вы на него смотрите сверху. Хорошо. Ну, кто сейчас словит вот эту тему, тому будет очень легко общаться с людьми статусными и богатыми на равных. Хорошо, представили такого человека. А теперь представьте выше меня, отлично. Угу. А теперь представьте человека, равного вам по статусу. Вот теперь представьте человека, равного вам по статусу, по заработку, да, где он вам представляется. И здесь ключевое значение имеет в виду как раз-таки где. Где и его размер. Где размер расстояния. Спереди, справа, слева, спереди, сзади, сверху, снизу и размер. Далеко, слева он меня не видит и не знает. Хорошо, хорошо. Хорошо. Запомните, где был самый богатый. И теперь представьте человека равного по статусу и запомните, где он. И запомните, где человек, который находится... Где находится человек, который равный по статусу. Скорее всего, вот представление ваше представление о богатом человеке, нет, не о богатом, а ваше представление богатого человека и ваше представление человека равного по статусу, они будут вот в этих параметрах, вот в этих качествах сильно различаться. Справа, слева, далеко, близко, большой, маленький и так далее, и так далее. 3 метра. Хорошо, хорошо, хорошо. А теперь найдите вот разницу между тем представлением человека равного по статусу и человеком, который сильно богаче. Найдите разницу, в чем отличается разница вашего внутреннего представления. Что теперь нужно делать? Теперь, чтобы изменить отношение к богатому человеку, вы берете тот образ богатого человека и перемещаете его туда, изменяя, соответственно, в размере, изменяя в расстоянии, изменяя, соответственно, в положении, где у вас находился человек, равный по статусу. То есть вот прям перемещайте вот в своем внутреннем экране. Чем мне нравится техника социальной панорамы, она очень сильно помогает менять отношение к людям. И как раз это поможет преодолеть вот это предубеждение по отношению к богатым людям, и тем самым снимутся вот эти вот блоки. Да, это работа с субмодальностями. Перемещайте его туда, где находится у вас человек, равный по статусу. И таким образом у вас будет меняться отношение к нему. Богатый был дальше и меньше, а равный ближе одного со мной роста. Да, теперь вот на примере Нади, теперь богатого переместите ближе и одного с вами роста сделайте свои мысленные картинки. И вы увидите, что ваше представление об этом человеке будет уже как о равном. Что это даст? Теперь в дальнейшем, каждый раз, когда вы будете думать о богатом человеке, общаться с богатым человеком, вы постарайтесь его в своем внутреннем вот этом вот кинематографическом пространстве перемещать его туда, где у вас находится равный по статусу человек. Что это даст? Вам будет легче с ним общаться, у вас будет меняться отношение в целом к богатым людям. Вы будете таким образом относиться к ним как к равным, и это будет работать в обе стороны. И, соответственно, когда вы будете с ними общаться на равных, вы сами будете уже лучше себя чувствовать, и, соответственно, ваше отношение с финансами будет улучшаться.
Он со столом переместился, это не важно. Справа от меня в метрах 30, чуть выше меня ростом, стройная, красивая. Это вы про кого? Это вы про богатого? Так, я всегда всех людей воспринимаю как равных. Это моя особенность. У меня все равны. И так, за понебратство не люблю. Смотрите, Ольга, то, что вы говорите, очень правильно и красиво и здорово, но вы сейчас, если мы перечитаем чат, вы в своей переписке даже увидите, что ваше внутреннее представление в субмодальностях, в качествах представления, в расстоянии, в размерах, оно отличается. Мы здесь работаем не с тем, как принято говорить, а с тем, как мы это у себя внутри представляем. Благодарю вас. Запись эфира будет. Запись эфира будет. Запись эфира будет. Кстати, друзья, наверное, в скором времени будем оставлять записи эфиров только для спонсоров канала. Стать спонсором канала можно очень легко. Нажать кнопочку «Спонсировать», и там... Всего, по-моему, 49 российских рублей, я даже не знаю, это 3 копейки. 3 копейки, но нам приятно, что нас кто-то поддерживает, и тогда хочется больше работать, больше делать полезного контента и улучшать качество оборудования в том числе. Вот, поэтому пока мы тут с вами работаем в социальной панораме, приглашаю вас стать спонсором нашего канала. Рядом, напротив, выше меня. Хорошо. Дело в том, что я ощущаю спокойствие со всеми образами и комфорт. Здорово. Вы ощущаете спокойствие и комфорт, но образы вы представляете в разных местах. А это уже говорит о том, что информация закодирована о разных людях у вас по-разному. Ладно, Ольга, мы можем с вами подискутировать отдельно на эту тему. Не хочу вам доказывать и объяснять, как оно есть, но разные позы. Хорошо. Хорошо. Ребят, с помощью вот этой последней техники социальной панорамы удалось ли изменить отношение к очень сильно богатому человеку таким образом, чтобы он стал на равных с вами? Напишите в чате, удалось ли это сделать. Дайте обратную связь по прямому эфиру. Сегодня мы разобрали целых 3 просто невероятных бомбических техники. Первая техника – это работа с метафорой, которая помогает выявить ограничивающие убеждения и сделать соответственные выводы. Дальше мы создали шар изобилия, шар ресурсного состояния изобильного. И третье – это поработали с социальной панорамой и понащупывали, как мы кодируем более статусных и богатых людей и равных себе. И теперь вы знаете, как с помощью вот этого перекодирования можно изменить отношения. А отношение к более богатому человеку очень сильно взаимосвязано с нашим собственным благосостоянием. Ведь обратите внимание, многие люди, когда общаются с более статусными, богатыми людьми, они как будто зажимаются, чувствуют себя более маленькими, смотрят снизу вверх на них, где-то, может быть, с каким-то заискиванием общаются. Это не хорошо, не плохо, это как есть, но просто эту ситуацию можно улучшить и таким образом расширить свой и социальный капитал в том числе. Чувствую, что да, отлично, как жаль. Как жаль-то его стало, кому-то кого-то жаль стало, с трудом удается, надо сосредоточиться, с первого раза не очень получается. Да, но смотрите, когда еще с этим не работали, то нужно, да, больше. Тем более, Надя, мне кажется, просто то, что вы сейчас простывшие, не очень хорошо себя чувствуете, мне кажется, вот это сильно влияет на вас. Я думаю, что вы скоро поправитесь, и у вас все очень быстро получится. Так, изменение в том, что вместо медийной личности он стал другом. Ну, отлично, отлично. А где у вас кнопка спонсорства? Смотрите, кнопка спонсорства есть под чатом непосредственно. И есть кнопка спонсорства на главной странице канала.
насколько я знаю. На главной странице канала с компьютера точно есть, а на главной странице канала с мобильного телефона, ну, тоже должно быть. Тоже должна быть. Прекрасный эфир вышел, спасибо за технику, шар буду использовать, она классная. Ну, все техники на самом деле классные, главное потратить немного усидчивости для того, чтобы разобраться, как сделать. Когда разберетесь, как сделать, будет очень круто. Очень рекомендую. Так, как будто другом стал. Отлично. Вот когда стал как другом, это как раз-таки признак того, что вы хорошо сделали эту технику. Как можно теперь усиливать? Каждый раз, даже во время общения, просто перемещайте его на место друга. Не на место более там какого-то статусного, значимого, большого, там еще какого-то, а на место друга. И когда вы общаетесь уже на равных, тогда совершенно другая коммуникация. Тогда совершенно другая коммуникация. Хорошо, хорошо, мои дорогие. Был рад сегодня с вами. Давайте еще 3 минутки, вот до 10 часов. Еще 3 минутки с вами побуду. Да-да-да, это где записаны энтузиасты, фанат канала, да. Это где написано фанат канала. Нажимаете кнопку «Спонсировать» и выбираете. У нас там только один вид спонсорства. Чисто такое, знаете, на уровне пожертвования, наверное, я бы так сказал. Мы не зарабатываем на спонсорстве, но нам приятно, когда у нас есть спонсоры. Там 50 рублей российских в месяц, это сколько? Это меньше $1. Наверное, эта техника может помочь, когда кого-то не любишь, сделать его более приятным для себя. Да, смотрите, в социальной панораме на самом деле очень много техник. Можно менять отношение к разным людям. Очень мощно работает. Вот когда модель в себя встроишь, пересмотрите, пожалуйста, прямой эфир про социальную панораму. Я в закрепленном комментарии оставлю ссылку на этот эфир, и вы там все поймете. Вы можете брать разных людей и перекодировать свое внутреннее восприятие. Как сделать человека, который тебе неприятен, более приятным, если тебе это необходимо. Или наоборот, человека, который тебе очень приятен, а тебе бы к нему поспокойнее относиться, как сделать. Это все можно делать с помощью социальной панорамы, очень хорошо работает. Это работа с внутренними представлениями. Очень круто работает. Хорошо, ребят, вот сегодня я вам рассказал, что можно стать еще и спонсором нашего канала. Для спонсоров какие бонусы? Для спонсоров будут секретные записи сообщества. У нас появилась Татьяна, которая делает классные, крутые конспекты наших прямых эфиров. И один конспект я уже... Помните, в прошлый раз делали социальные стили? Татьяна сделала. Я думаю, что вот эти короткие конспекты я буду публиковать для спонсоров, чтобы вы могли иметь короткое содержание и по-быстрому перерабатывать контент. Поэтому приглашаю стать спонсором канала, если вы считаете, что наша работа полезная. Будем улучшать качество картинки, качество звука, качество контента. Так. У меня стоит 1.99. Ну, не знаю. У нас стоит 0.49. Хорошо. Юрий, вчера я вас нашла, и так рада, правда, не очень... Правда, мне очень сегодня все понравилось. С благодарностью к вам и к вашему пространству. Сегодня света добро. Спасибо. Вообще, слепая девушка не увидела кнопку спонсорства. Ну, ничего. Это можно исправить. У меня еще пока не получается как нужно, но упражнение очень-очень нравится. Да, Надя, это крутое упражнение. Уверен, что у вас обязательно получится. Так. 100 рублей России, это по-нашему 3 рубля примерно. Наверное, друзья. Я не знаю, там в российских рублях вроде стоит. Там у нас, по-моему, сейчас
Давайте я сейчас зайду, прям посмотрю. У нас один вид спонсорства сейчас. 0,99 долларов в месяц почему-то стоит. Ну вот, значит 0,99. Вот такое у нас спонсорство. У нас один вид спонсорства. Поэтому, если хотите поддерживать мой канал, приглашаю. Буду периодически об этом напоминать. Для спонсоров будут в сообществе дополнительные материалы. Я там обещал, буду делиться книгами. У нас Татьяна делает еще краткие конспекты, очень классные. Потом вот такой бонус. Ну что, мои дорогие, я был рад вас видеть. Я надеюсь, что прямой эфир вам понравился. Вы будете использовать эти техники. И было бы здорово, когда вы начнете ощущать на себе вот эти перемены благодаря этим техникам. Особенно шар изобилия. Чтобы вы возвращались к этому видео и писали в комментариях, через сколько и что у вас изменилось. Для меня это будет очень приятно, это будет мотивировать еще больше делать полезных прямых эфиров. Искренне рад, я буду рада быть спонсором. Хорошо. Не работает поддержка из региона Украина. Супер. Хорошо, друзья. Ребят, спасибо большое, был очень рад. Всем до скорых встреч. Прямые эфиры у нас проходят по четвергам в 20:30 по московскому времени. Ну, а остальное расписание, наверное, вы знаете. Вторник 9 утра утренняя раскачка и воскресенье дополнительное видео с NLP техникой. Все, был рад всех видеть. Душевно обнимаю. Пока-пока.